Существует такое эмигрантское выражение: куда бы ты ни переехал, ты всегда возьмешь себя с собой. Вот аналогично с этим я могу сказать следующим образом. Что бы ни происходило тяжелое в твоей жизни снаружи, ты всегда чувствуешь этот стресс изнутри. Это был такой эпилог, подводка под те знания, которые вы еще никогда в жизни не слышали. Сегодня я вам расскажу о том, как стресс, тревога, напряжение в теле, навязчивые мысли, как это все связано между собой, почему ты застрял в этом состоянии и как от этого избавиться. Вы на канале «Другой взгляд на человека». Меня зовут Александр Российский. Погнали! Первое, что я хочу сказать, это то, что не бывает такого понятия, как стресс или тревога в отрыве от нашего тела. То есть вам ученые, врачи, психологи запудрили голову тем, что создали такой миф, в котором вы думаете, что если вы чувствуете себя напряженно, вам тревожно, у вас стресс, вот плохо вам внутри, и вы почему-то думаете, что это означает то, что в вашей голове, вот тут вот внутри, в головы проблема. И это логично, что вы так думаете, потому что вы это как бы ощущаете конечной своей точкой. То есть конечное ощущение у вас напряжение происходит в голове, и вот тут как-то напряжено, страшно, тяжело. Но дело в том, что вы не знаете такой факт, самый главный факт, что в нашу голову мысли уже приходят отзеркаливанием нейронов. То есть что я имею в виду? Вот если ты захочешь, например, вот так вот пошевелить пальцем, это означает то, что твой мозг сперва должен послать по нервным окончаниям, по проводкам, сигнал, импульс, который дойдет до пальца. Здесь палец получит эту информацию, обработает и пошлет обратный сигнал, типа «Есть, сэр, приказ принят, я делаю». И этот импульс пойдет дальше обратно в мозг, и таким образом ты получаешь синхронизацию и понимание того, что вот он мой палец, он работает, ты все чувствуешь, все работает как надо. И вот этот вот базовый факт, он абсолютно понятен любому там врачу, любому человеку, даже вот вам просто понятно, это и логично. Но тогда объясните мне, пожалуйста, почему вы не понимаете тот факт, что мысль работает точно так же и по таким же законам. То есть, допустим, первоначально мы имеем реальную проблему в реальной жизни вовне. То есть, например, тебя уволили с работы. Эта ситуация вызывает напряжение и страх на уровне психическом за свою жизнь. А как я буду дальше кормить детей, заботиться о своей семье, как я буду платить свои долги, там, ипотеку и так далее. То есть, вот этот вот комок навязчивых мыслей, он начинает там крутиться в твоей голове, и он остается не только в виде мыслеформ в голове, а то есть он разгоняет все. Он разгоняет и меняет биохимию на более адреналиновую, потому что страшно, тревожно, страшно. Он напрягает ваше тело, потому что наш организм и наше тело устроено таким образом, что оно вот фактически не отличает, напал на тебя человек с ножом или тебя уволили с работы. То есть с точки зрения нашего организма он понимает только язык импульсов. Язык нашей нервной системы, язык нашей биохимии. А и в том, и в другом случае выделяется адреналин, возбуждаются одни и те же центры страха. То есть все происходит то же самое. И поэтому, условно говоря, на увольнение с работы твой организм точно так же напрягает мышцы и все тело, потому что он хочет бежать или драться, хочет вот сражаться с этим воображаемым врагом. И здесь мы подходим к первой такой важной развилке, в которой мы должны понять. То есть вот этот вот стресс и тяжелые события извне, они продолжались короткий срок, то есть неделя, там, день, месяц, или это длится уже там год, пару лет, а то и там всю твою жизнь. Потому что от этого зависит тактика действия, потому что от этого мы будем получать такую штуку. То есть если это краткосрочный стресс, то это называется напряжение. А если этот стресс уже был годами, то это называется зажимами. И это совершенно две разных вещи. Потому что вот этот первый столбик напряжения, краткосрочного стресса, вот здесь работают все эти йоги, здесь работают массажи, баня, медитация. Потому что это напряжение. То есть напряжение это когда ты вот напрягся, тебе тяжело, но ты можешь расслабиться. А длительный стресс, хронический стресс, дистресс, он вызывает то, что наши ткани напряглись, и они так долго находятся в напряженном состоянии, что они прям на уровне нашего физического тела, они меняют свое состояние, то есть они превращаются из снега в лед, то есть они превращаются из мягкой эластичного вот мяса, они превращаются в напряженную соединительную ткань. И если вы осознанный человек и слышите меня, то вы должны понять, что когда ткани изменились на уровне физическом, прям в твоем теле, это абсурд и вообще даже, я бы сказал бы грубо, дебилизм. Полагаться на то, что ты просто там силой мысли, не прикасаясь к телу, можешь исправить что-то там.
Потому что на самом деле ты, если подумаешь, что даже у тебя чешется рука, ты даже почесать эту руку не можешь силой мысли. Тебе нужно взять вот рукой прям и почесать. А как ты тогда можешь на серьезе рассчитывать на то, что ткани, которые полностью превратились вот в нечто соединительное в другое, и ты должен просто там медитировать или что-то делать, и они должны расслабиться. Они не могут расслабиться. Расслабиться может только напряжение. А с зажимами надо работать через физическое тело. И к этому мы еще вернемся чуть попозже в данном ролике. Сейчас я хочу дальше поговорить, развивать вот эту вот цепочку событий. То есть смотрите, есть таких два понятия. Хронический стресс и тревога. Для вас и для многих людей как будто это, знаете, как раздельные какие-то вещи. Вы так говорите. Я вот жил, все было более-менее нормально, а потом появилось вот это вот ужасное чувство внутри тревоги. Как будто бы то ли вот уже что-то плохое случилось, то ли вот плохое случится. Внутри тебя в груди, в голове сидит такое пугающее. Страшно, но непонятно даже чего страшно. Но здесь вы допускаете одно серьезное недопонимание, что тревога — это старшая сестра хронического стресса. То есть эти вещи абсолютно неразрывны. То есть на первом этапе всегда происходит стресс, хронический стресс, тревога, паническая атака. То есть это паровозик один единый, это как бы циклы заболевания. То есть на первом этапе происходит хронический стресс, в котором вы зачастую, если у вас крепкий ресурс организма, вы это перебарываете, вы это не замечаете. Вы можете там где-то там подать алкоголя, чтобы расслабиться. Вы чувствуете какие-то дискомфортные состояния, но вы их не связываете в одну цепочку. И со временем, то есть этот хронический стресс, он забирает ресурсы вашего тела на поддержание этого стресса. То есть, как я вам говорил, что, условно говоря, стресс — это не просто мысли в голове. Это еще и напряжение всего тела. Да и плюс, вот если подумать, утром, в обед, вечером, перед сном мысли в голове, они постоянно гоняются. Это как будто, представь, ты решаешь какую-то задачу там по математике, только ты не решаешь эту задачу, а она фейковая, фиктивная, но затрагивает точно такой же ресурс твоего тела. И когда ты, например, учился в школе или в университете, и вы просто сидели на паре 45 минут, там, 1,5 часа максимум, вы просидели и чувствуете уже усталость, то есть как бы вы устали, потому что вы затратили огромное количество сил. А вот эти навязчивые мысли, они по кругу гоняются нон-стопом. Это как, знаете, мотоцикл, который стоит на месте, а вот так вот ручкой. То есть, как бы это плохо для автомобиля. Это съедает бензин, ресурсы, и это калечит внутренние там компоненты, все эти составляющие мотоцикла, потому что он должен как бы ехать, действовать. Вот так же и вы, то есть вы не едете, а просто на месте вот газуете. И то есть ваши ресурсы, нервные окончания, нервная система, все начинают перегреваться. И вот эта вот стадия хронического стресса, она перегревается, и потом вы только начинаете замечать уже стадию тревоги. То есть тревога — это когда уже ресурсы организма истощены, и он уже начинает как бы переживать за тебя. И вот это чувство ты ощущаешь как тревога. То есть само слово тревога — это как бы тревога, беспокойство. То есть организм начинает беспокоиться, что что-то здесь не так, что, пожалуйста, хозяин, вмешайся, потому что что-то происходит неправильно. То есть организм тебя как бы просит: расслабься, пожалуйста, убери это напряжение в теле, пожалуйста, давай как бы жить по-другому. Но ты не понимаешь, что эта тревога, это не в твоей голове мысль, это твой законченный ресурс в теле. То есть это перенапряжение тела, которое: возьми кулак, возьми сейчас кулак, возьми вот так вот напряги. Посиди так хотя бы 30 секунд. Ты чувствуешь, как это тяжело. А ты, если живешь в хроническом стрессе и в тревоге, то твое тело все вот в таком формате живет. Ты представляешь? Это означает что ты не можешь в жизни достигать и получать успехов, потому что ты, по сути, сейчас как живешь наполовину своих сил. Половина твоих сил идет, тратится просто впустую, сливается вот на эту тревогу, беспокойство, на напряжение в теле, а остальная половина пытается поддерживать там работу, жизнедеятельность и так далее. То есть ты уже неэффективен в социуме. Плюс сгорают страшно твои ресурсы, те, которые про запас и так далее. Ты еще от этого больше, тебе не хватает сил, ты еще больше там какой-то кофе начинаешь пить, чтобы тебе еще вот эту вот, знаешь, загнанную лошадь еще дальше разогнать. И в итоге ты переходишь уже в сильную тревогу, которая иногда уже в запущенных случаях начинается сказываться как паническая атака. Иногда в тяжелых ситуациях, например, когда был долгий хронический стресс, например, болел какой-то близкий родственник, он болел, и потом умирает резко. И то есть ты даже стадию вот этой тревоги можешь сразу же пропустить, потому что сразу же вот из этого долгого хронического напряжения ты попадаешь в сильнейший психоудар,
а твоя уже психика, твое тело не имеет ресурсов бороться с этим напряжением, с этим вот как бы свалившимся горем, и ты сразу же просто сваливаешься, у тебя, ну, страх за жизнь, страх перед будущим, и начинается паническая атака, то есть ты себя накручиваешь, раскручиваешь, и все. То есть это уже серьезная, практически последняя стадия. Дальше уже только какие-то начинаются уже органические поражения, то есть это уже когда, знаешь, ну, типа, заканчивается психушкой. Но чаще всего до этого дела не доходит, потому что у организма есть, знаешь, такие как аварийные стоп-краны. И то есть ты, если начнешь и дальше загоняться, то в определенный момент у тебя просто произойдет такое состояние, которое называется полное выгорание, апатия и депрессия. То есть получается, представляете, вот хронический стресс, тревога, паническая атака и вот это вот полная умершая депрессия. То есть когда ресурсы настолько все израсходованы, когда нет уже сил даже бояться, когда ты вот просто уже, можно сказать, полуживой, полумертвый, то включается вот это состояние депрессии, когда тебе абсолютно все пофиг, тебе абсолютно все серо. Могут к этому подключаться такие состояния, как деперсонализация, дереализация, когда тебе даже кажется, что это вообще не ты, это не твоя жизнь, а ты как бы то ли сон видишь, то ли фильм видишь с собой, то ли вообще ты думаешь, может быть, я вообще уже умер, а это мне просто снится, или я умер и оказался в таком аду. То есть у тебя какие-то уже такие мысли, больше похожие на нереальность. Это все потому, что организм всячески пытается абстрагировать себя, как-то убрать от этого вот всего ужаса, в который ты себя сам загнал, по непониманию. И пытается как-то, может быть, думает, если тебе вот так показать такой фильм, ты немножко не начнешь так близко к сердцу принимать, и получится немножко восстановить ресурсы и так далее, и так далее. Но выход из этой ситуации, он может быть только один. То есть, условно говоря, всегда, вот если у тебя узелок, то тебе нужно распутывать этот узелок в обратном порядке. Соответственно, если твой вот этот вот хронический стресс начался не с того, как ты думаешь, с мыслей, а он начался от того, что да, событие вовне поразило тебя, но ты напрягся изнутри и начал чувствовать весь этот ужас изнутри. Соответственно, критическое, то, что тебя сломало, вот убило, это именно вот это вот внутреннее перенапряжение, внутреннее вообще тело твое вот такое. Соответственно, выходить из этого ты должен также, из этой депрессии, ты должен выходить не через голову, то есть смотря на солнце и думать, о, какой прекрасный мир там. Нет, оно не работает, потому что когда ты в такой глубочайшей депрессии, ты все ненавидишь, для тебя все раздражающее, для тебя даже закат прекрасный, это просто надоедающее солнце, которое светит тебе в лицо. А выходить нужно, соответственно, с того, что вот это состояние полной депрессии, это состояние тотального нехватки энергии. А эта энергия слилась на тотальное напряжение. Соответственно, если ты будешь выходить через тело, снимая это напряжение, то начнется потихонечку восстановление этих энергетик, восстановление ресурса, и организм начнет сам себя в обратную сторону восстанавливать. То есть да, вот когда ты уже находишься в таком тяжелейшем депрессионном состоянии, нужен заход со всех фронтов. Там нужно и разговаривать с какими-то близкими людьми, которые тебя должны поддерживать, которые тебя должны, как бы, знаешь, вот вытягивать в жизнь немножко. То есть они должны тебя как бы немножко и сострадать, но и немножко и мотивировать. Но прежде всего это все не работает и не будет работать, если ты не уберешь вот это тотальное напряжение в теле. Теперь, когда я вам пояснил всю эту цепочку, когда вы уже наглядно поняли, что по сути это любая тревога, стресс, это даже не проблема как бы головы, а проблема в теле. То есть оно запускается из головы, но затем тебя уже мучает в хронической стадии именно тело. И то есть ты теперь осознаешь четко вот эту взаимосвязь психики и тела. Я теперь хочу тебе наглядно прям вот показать на анатомии, где, как и почему это срабатывает. Потому что ты не должен мне верить, ты должен понимать, чтобы это убрать, ты должен понимать, что с тобой происходит. И потом я тебе покажу, как нужно это вообще снимать. Вот смотрите, друзья, это наш скелет. Дальше мы добавляем наши мышцы. Получился вот такой мышечный каркас. Но первое, что вам нужно понять и усвоить, что посмотрите, вот красиво руки, там пресс, грудь, все очерчено, все разделено. Но вот вы задумывались когда-то, а почему именно вот эти мышцы, почему они держат такую форму? Почему, например, не форму вообще тупо квадрата или какой-то кучи? То есть почему они держат именно человеческий облик? А ответ очень прост. Потому что наши мышцы, как все наше тело, помещено вот в такой вот прозрачный кокон, который называется фасция, фасциальная ткань. И вот абсолютно каждый участок нашего тела, он обтянут этой пленкой. Абсолютно каждый наш орган, он обтянут этой пленкой. И дело в том, что вот эта вот пленка, это не просто, знаете, как какой-то полиэтилен бессмысленный, соединительный такой ткань, который просто обтягивает и все. Нет, это умная пленка. То есть, по сути, я вам сейчас скажу такую радикальную вещь, что эта пленка и есть наше подсознание.
То есть я вам сейчас это все прям наглядно объясню и обосную. Дело в том, что, смотрите, когда вы испытываете стресс, как я вам и говорил, то есть вы испытали в голове какой-то страх, этот импульс пошел в тело, и тело напряглось. То есть тело занимает определенную позу, которая называется поза стресса и страха. Вот посмотрите, я его сейчас добавил ее. То есть это вот такая скукоженная немножечко поза, когда шея уходит вперед, напрягается живот, напрягаются ноги, ты как бы сутулишься. Потому что в этом есть логика выживания. Потому что если, например, это будет какой-то, не знаю, там взрыв или что-то такое, какой-то камень будет лететь, то, условно говоря, пригнувшись, вероятность того, что не зацепит голову, там вообще твое тело как бы сгруппировалось, это очень хорошо. Это повышает шансы на выживание. И вот у каждого живого организма существует своя поза стресса и страха. У кошки она вот такая, у человека она вот такая. Но дело в том, что вот эта поза, и вот, допустим, если что-то взорвется где-то, ты такой бац и пригнулся, типа все, ты даже не успел подумать об этом, ты не успел даже задуматься, что это опасность, что это страх, а тело это сделало само. То есть ты понимаешь, сознание, которое в голове, оно даже не успело осознать, что происходит, а тело уже сгруппировалось, и ты лежишь на земле. То есть вот именно вот эта фасция и имеет контроль. Именно через нее происходит нервное окончание, проходят импульсы. Именно она группирует. Именно у нее есть так называемые психоэмоциональные рефлексы. То есть это такие как слепки для различных ситуаций. То есть если ты сильно рад, ты чувствуешь там, не знаю, в футболе забил гол, или ты прям такой типа вот преисполнен вот такой гордостью, радостью, ты такой вот так вот делаешь. То есть ты не можешь при вот испытании этих чувств, эмоций, ты не можешь, например, как-то вот так вот делать. Нет. А наоборот, когда ты, например, хочешь заплакать, да, вот как маленькие дети, особенно у них это четко видно. То есть они перед тем, как заплакать, у них дергается сначала лицо, дрожит, а потом так... То есть ты не можешь заплакать вот по-другому, кроме как вот через этот психоэмоциональный рефлекс. И таким образом я вам хочу показать, что наша вот эта фасциальный кокон, наша фасция, это и есть то, что напрягается, и есть то, что напрягает наши мышцы и вообще все наше тело. То есть, условно, все то, что я вам говорил в первой части этого ролика, про то, что это напряжение, страх, стресс, тревога, это все происходит не в голове, это все происходит в напряжении вот этой вот прозрачной пленки, которая в свою очередь также еще и напрягает мышцы и все ваше тело. И теперь вспоминайте то, что я вам говорил практически в самом начале ролика, когда вам нужно осознать и понять, то есть ваше вот это вот хроническое напряжение, стресс, оно появилось вот недавно, там последний месяц, скажем, или это уже очень длительное время происходит. Потому что если это короткий срок, короткая дистанция, то можно это проработать через голову, через слова. То есть я прямо сейчас вместе с вами вас вот так вот выпущу вам это напряжение, вы здесь почувствуете расслабление, кайф, то есть у вас прямо здесь жизнь начнет меняться. А если это длительное, то нужно снимать уже зажимы. Опять же, я вам это все дам, но это уже будет отдельная история. У меня есть бесплатный мини-курс, куда вы пойдете и будете снимать. Здесь я просто хочу, чтобы вы поняли вот эту всю взаимодействие, вот этот алгоритм, что как это вообще все работает. Потому что поняв причину, поняв, как это работает, все, ты уже, считай, на пути к избавлению от этого. То есть смотрите, если вот этот ваш стресс хронический, он на короткой дистанции, если вот только появилась недавно тревога, только вот вы сейчас себя чувствуете плохо, не так давно, то я сейчас вас просто буду как какой-то, знаете, какой-то волшебник. Просто вас сейчас исцелю силой слова. Но я хочу вам объяснить, что это никакой не гипноз, не магия, ничего. Это просто прямое взаимодействие с вашим подсознанием, что равно по факту с вашим вот этим вот фасциальным коконом. Потому что, как я говорю, эта пленка умная, она понимает, она умеет слышать. Только она понимает не язык слов, а язык импульсов. И сейчас мы просто сгенерируем для нее правильные импульсы. И получив эти импульсы, она мгновенно сама расслабится, потому что осознает, что она в безопасности. То есть смотрите, что от вас требуется. Полностью сядьте удобно, расслабьтесь. И слышите меня, слушайте и слышите, пожалуйста. Отбросьте свои какие-то там лимиты, вот эти вот предрассудки и так далее. То есть проявите желание и доверьтесь мне. Вы садитесь, расслабляетесь и просто слушайте то, что я говорю. Внимательно слушайте и осознаете. То есть да, в твоей жизни сейчас существуют тяжелые ситуации. И они вот были. И эти ситуации вызвали в тебе логичное напряжение. Потому что это защитный компенсаторный механизм. Тебе нужно защищаться, поэтому ты напрягся. Но ты просто не знал и не понимал, что это так работает. Поэтому организм сам взял на себя вот этот вот рулевой рычаг управления. И он взял и напряг тебя, потому что он хотел как лучше тебя защитить. Теперь, когда я тебе объяснил, как это работает по-настоящему, и ты понимаешь по-настоящему, что для тебя выгодно и как из этого выбираться, ты просто осознаешь этот факт и понимаешь, что
Я понял, где моя тревога и напряжение. Что моя тревога и напряжение, она находится не в голове, она находится вот в теле, в виде этого кокона. И вы спокойно просто принимаете этот факт, понимаете и говорите своему же кокону, своему же телу. То есть я тебя услышал, вот так вот прям сосредоточись, типа, все, я тебя услышал, я тебя понял, спасибо, что ты вот меня выручал это все время. Теперь я беру под свой собственный контроль, ты отключайся, все, я беру вот этот вопрос напряжения, вопрос выруливания жизненных ситуаций. Мне на данный момент пока что твоя помощь уже больше не нужна. То есть я сам справлюсь, я все понял, спасибо, без тебя бы я не справился, без тебя бы я не выжил, но я уже теперь взрослый, я уже осознаю, я теперь уже понимаю, как мне Александр объяснил, как это работает. Я теперь больше не допущу в будущем такого беспредела и неуважения по отношению к тебе. То есть я не допущу отношения к себе такого, в которое я себя засовываю в такие ситуации, в которых я теряю ресурсы, теряю здоровье, теряю все. Это мне невыгодно, это мне неинтересно. Я принимаю решение жить теперь по-другому. То есть все вот это вот боль, что я где-то чувствую в теле, напряжение, это сразу же тоже расслабляется. Потому что любая боль это всего лишь навсего спазм. И то есть я понимаю, что ты напрягся, чтобы защищать меня, но теперь это, видишь, это вызывает аж боль во мне. Мне эта боль не нужна, она мне мешает достигать целей, она наоборот нам мешает. Мы с тобой одна команда, фасция, кокон, подсознание. Мы все играем за одну, мы за одну команду. Я штаб, вы мои как друзья, вы мои как сподручные, как правая рука. Мы вместе пытаемся в этой жизни достигнуть счастья, целей наших, предназначения. То есть мы должны слышать друг друга и идти в одном направлении. Поэтому я обещаю жить отныне по-другому. Я обещаю слышать тебя и слышать потребности своего тела. А ты, пожалуйста, помоги мне и пообещай тоже, что не будешь ставить палки в колеса и напрягать тело лишний раз там, где это не нужно. То есть давай теперь слышать друг друга и играть реально за одну команду, а не так, что я из-за того, что был такой эгоистичный, такой упрямый и вообще считал, что есть только я, есть только вот мозг, а тела как будто даже нету, потребностей тела даже как бы нету. И вот я завел нас в эту ситуацию. Я теперь понимаю, что я допустил серьезную ошибку, и больше я так никогда себя вести не буду. То есть теперь мы вместе, я тебя слышу, я не допускаю этого стресса, перенагревания тела, перенагревания нервной системы. Этого больше не будет. То есть мы будем вместе решать всегда любую проблему, вместе идти в реальной жизни и решать там вопросы, а не внутри копить вот эти навязчивые все проблемы. То есть все, вдохните. И теперь просто вот примерно то, что я сказал, все вот эти мысли, которые вы пропускали через себя, вы просто даже закройте еще глаза и объясните на уровне мыслеформ это своему телу. То есть этого я вам объяснил, что происходит, что нужно делать, а вы это должны теперь тоже в том числе еще глубже объяснить, то есть своему вот этому фасальному кокону, своему подсознанию, то есть туда вот этот вот просто импульс, эти слова как бы пропустите и пообещайте, и просто реально искренне действуйте. Если вы все сделали правильно, можете даже, допустим, если сейчас вот первый раз вы просто услышали, вам было тяжело, возьмите, можете там поставить на паузу, прилечь на диван и послушать еще раз заново это все, реально закрыв глаза и погрузившись в себя. И вот просто вот слушайте прям, что я говорю, и идите, вот пошагово прям выполняйте, взаимодействуйте со своим телом. И вы увидите, что по выходу из этой ситуации у вас внутри полностью исчезла тревога, у вас исчезли навязчивые мысли, у вас исчезли даже боли, которые были. И это, говорю, никакая не магия, никакой не а-ля Кашпировский, заряжающий банки. Так работает просто наша нервная система, наше подсознание, наш фасальный кокон. Так работают нейроскрипты. Только разница лишь в том, что, например, в моих скрипт-кассетах я не языком слов это все делаю, а я это все на языка импульсов напрямую для твоей нервной системы. И тебе не нужно там слушать, верить, ты просто ставишь руку, и у тебя автоматически все это срабатывает, и внутри тебя перестраивается, даже не спрашивая тебя. То есть там мы как бы обходим систему защиты и сразу же идем напрямую, из-за этого там в разы эффективнее все происходит. То есть, понимаете, как бы это как совершенно новое направление, это эволюция психологии, эволюция всего, духовности. То есть, благодаря, если соединив вот эти новые знания, другого взгляда на человека, которые я даю, знания о зажимах, напряжениях, блоках, запретах, психотравмах детства и так далее, если это все соединить в единую, если ты начнешь понимать человека целостно через физику наше тело, через психику наше подсознание и энергетику нашей чакры, если ты это все соединишь вместе, то получится вот как раз-таки другой взгляд на человека, то есть знание, которое в разы опережает любые аналоги, потому что оно работает целостно, потому что оно не уходит в шизу, оно не делит человека на запчасти. И потом не происходят такие смешные ситуации, что у меня болит просто желудок, а тут стресс. И даже эти банальные вещи на уровне психосоматики даже не всегда могут считать. А уж тем более, что осознать и понять, что боли в отрыве от психологического напряжения не бывает, потому что боль это и есть спазм. А психологическое напряжение это тоже и есть спазм.
То есть это получается одна и та же штука, просто с разных концов. И аналогично с этим получается то же самое, только в психике нашей. Например, у тебя какая-то там неуверенность, ты не можешь попросить там повышения зарплаты, ты не можешь выстроить отношения, ты боишься там противоположный пол, у тебя проблемы какие-то в сексе, там застенчивость и так далее, стеснительность, не можешь себе позволить. То есть это все не вопросы твоей головы, это все вопросы зажимов, которые находятся в твоем теле и посылают оттуда импульсы в твой мозг. Твой мозг лишь считывает эти импульсы и такой, ну да, вот у меня проблема из детства такая, вот тут вот стыд. И начинает стыд. То есть это не состояние твое здесь и сейчас взрослое. То есть, как я говорил в начале ролика, любая проблема, которая бы не была снаружи, она все равно считывается изнутри. То есть это не из-за того, что у тебя сейчас снаружи такая ситуация. Это потому что изнутри ты подпитываешься вот этими ошибочными, застрявшими импульсами из детства. А все эти импульсы были сгенерированы в самых ужасных, в самых таких тяжелых для тебя состояниях. Стыда, тревоги, беспомощности, в ужасе, в горе и так далее. И то есть ты сейчас переполнен, твоя нервная система переполнена этими застрявшими импульсами. И получается вот этот весь твой фасциальный кокон, он весь, получается, вот перетянут и вообще неправильно даже на твоем теле натянут. И это все вместе, совокупность вот этих психических и физических, и энергетических тоже. Просто мы сейчас не будем в этом ролике рассматривать. Но там еще и чакры закрывает, там еще и в эту сторону все уходит, биополе перекашивает и так далее. О чакрах я объяснял вот в этом ролике, посмотрите, там все подробно рассказано. Но обязательно заходить через физическое тело, ибо мы физические существа в физическом мире. Прежде всего мы вот руки, ноги, вот все, что вокруг нас. А уже потом, дальше мы идем уже как бы в психику, вглубь и так далее. То есть таким образом получается, что буквально за пару минут я убрал вам симптомы, которые отравляли вашу жизнь, которые вы там могли таблетками маскировать, еще чем-то, там мучились, ходили по всяким специалистам и так далее. Оказывается, это так быстро и легко убирается. Но это только если в краткосрок, то есть если не так давно это все было. А вот если это уже на протяжении длительного времени, то есть смотрите, что дальше получается. Когда это просто годами, то оно не только на уровне состояния здесь и сейчас влияет на тебя, оно пробирается в самые базовые структуры твоей личности. То есть, условно говоря, оно подменяет твою личность. То есть оно тебя делает прям трусливым, пугливым. То есть оно тебя делает прям несмелым по жизни. Оно забирает твой тестостерон, оно забирает твои вот эти решительные поступки по жизни. Ты всего боишься, ты не веришь в себя и так далее, и так далее. То есть это уже такие как конструкты, которые прям захватывают твое тело и прям в твоем теле находятся. И тут уже, сколько бы ты ни говорил вот так вот на уровне слов, оно уже не сработает по той причине, что представь, импульс пытается идти, вот мы разговариваем, мы идем там к специалисту, или вот вы слушаете меня, импульс пытается идти туда в точку, чтобы расслабить. А дело в том, что там зажим настолько вот это все пережал, то есть вот он настолько пережал вот эти вот желтые проводки нервной системы, вот видите, кокон я добавляю прозрачный, и вот представьте, например, какая-то тревога вот здесь вот на уровне живота, на уровне диафрагмы, вас просто вот так вот жало, сковало, и получается, если мы вот так вот приблизим, видите проводки, и то есть их вот так вот скомкало и пережало, и теперь туда невозможно доставить из головы, невозможно доставить импульс, не получается, то есть это место как бы, оно тебя не слышит, оно не может принять сигнал, и оно не может ответить твоему мозгу, отдав как бы сигнал, понимаешь, что все сбито, нарушено, трасса разбита. И дело в том, что еще хуже и что еще ухудшает ситуацию, это то, что помимо вот этих желтых проводков нервной системы, существуют также зеленые проводки лимфатической системы и красные проводки нашей кровеносной системы. И таким образом получается, представляешь, вот если этот комок залип годами, вот он застрял здесь, вот это все пережал, то вот в этом месте у тебя будет просто застой грязной лимфы, там разведутся паразиты, там будет низкое кровообращение, ткани будут задыхаться, там будет нервная система, не может получить сигнал на то, чтобы разрулить это все. И получится застойная область, болота, которая через какое-то время хронического перерастет в так называемое хроническое заболевание этой области. А хроническое заболевание будет такое, в области чего ты находишься. То есть, например, если здесь у нас находится желудок, и здесь у тебя будет зажато, то у тебя будут проблемы с желудком, гастриты там и так далее. Если это будет на уровне печени, это будут проблемы с печенью. Если это зажмется где-то вот здесь вот на уровне грудной клетки, то это будут проблемы с легкими и так далее. То есть вы должны просто понять суть, как это работает. Это элементарно, это гениально и просто. Это другой взгляд на человека. Вот она и есть связь психики и нашего тела. Вот она связь наших болезней и нашего здоровья. Вот так это все происходит через ту информацию, которую я вам дал в этом ролике. То есть вы по факту хотели узнать про хронический стресс, там, про тревогу, а узнали вообще про то, как работает этот мир, как работаете вы, как устройство. То есть теперь вы можете переосмыслить вообще все, что происходило с вашей жизнью.
А если я вам скажу еще так, если мы бы пошли дальше бы и глубже, то оказалось так, например, что какой-то страх и вот эта вот поза стресса и страха, про которую я вам говорил, если она застывает длительное время, то вот шея у тебя уходит вперед, лопатки сутулятся. То есть вот эти вот ткани, фасция в этих местах напрягается. И потом вот эти вот люди по улице ходят. То есть они считают, что у них, например, даже проблемы там с осанкой или с чем-то, потому что они сидят за компьютером много. Нет. Потому что у них застрявшие вот эти все проблемы. То есть они застряли в психоэмоциональном рефлексе. То же самое касается детей. Все думают, что, например, дети, когда идут в школу, это из-за того, что они за партой сидят, у них начинаются проблемы, сколиозы и так далее. То есть до 6 лет до школы ничего нет, идут в школу, сразу же начинаются все кривые, сколиозы, все проблемы. И это все списывают на то, что это как бы, мол, проблема, то, что за партой сидишь много и так далее. Но проблема не в этом. А проблема в том, что школа это концлагерь. Там подавляют волю. Ты не можешь ничего, не встать, не пойти. Ты даже в туалет только должен вот так вот с разрешения пойти. То есть тебя делают рабом, и вот это все запреты, ты не хочешь, тебе противно, неинтересно, а тебя заставляют, тебя пугают, двойки, наказание родителей, наказание учителей. И это все вместе просто начинает переднюю, сперва часть нашего тела коверкать, зажимать зажимами. А так как вот этот кокон, он единое целое, представь, вот переднюю часть вот так вот скомкала, то задняя часть, она как бы, начнет сутулиться, изгибаться. Потому что вот из двух частей, да, состоит. То есть вот если это сжало, то оно автоматически начнет перетягивать вот эту вперед. То есть мы же единое целое, и одно сразу же мгновенно влияет на другое. Поэтому я думаю, что вы ощутили в данном ролике всю мощь этого знания другого взгляда человека. Вы осознаете, что за этим будущее. Что вообще, в принципе, альтернатив нету. То есть это объясняет все во всех сферах. Это все соединяет в единую мозаику. И на данном канале у меня просто уже, не знаю, больше 100 роликов на самые различные темы. И все разобрано именно с этой позиции другого взгляда на человека. Пойдите посмотрите, я сейчас вот прикреплю там несколько интересных. Посмотрите их, посмотрите, насколько там радикально это все отличается от того, что вам схавывают, как бы то, что вам пытаются запутать голову. То есть здесь, наоборот, все гениально и просто, по полочкам. Ты слышишь, и у тебя отклик, ты соглашаешься. Ты понимаешь, что по-другому и быть не может. И так как хронометраж данного видео уже очень растянулся, я думаю, что мы уже там минут 40-50 уже сидим, с вами разговариваем, то конкретно о зажимах в данном видео я уже не буду говорить. Вам проще будет перейти в мою телеграм-группу, там будет вот «Изменить жизнь». Нажмите туда, и вы перейдете на 3-часовой бесплатный мини-курс, где просто по полочкам будет. Первое занятие, вот так же, как я сейчас вам рассказал, только вообще еще более структурированнее, интереснее, со слайдами и так далее, и так далее. Целое как наука. Дальше второе занятие, вы непосредственно на практике прям снимаете зажимы своими же руками, получаете результат, и вам не нужно верить. Вы здесь и сейчас меняетесь физически, психически, то есть у вас глаза даже поменяются, то есть вы по-другому эту жизнь начнете ощущать. И все, и то есть таким образом вы получите понимание, нужно это вам или нет. И те люди, которые получат в этом сумасшедший отклик и осознают, что именно вот эти знания они всю жизнь и ждали, то они уже придут ко мне на проект «Создатель», где я по полочкам, там 25 занятий, то есть каждая область нашего тела подробно разбирается, когда было заблокировано, в каких ситуациях, за что отвечает, какие у вас ситуации, мысли в голове, какие у вас проблемы в голове, как снимать, как вы начнете себя чувствовать, конкретно подробно, вы просто повторяете, я на себе показываю, вы также повторяете, буквально за 2 недели вы просто другой человек. Посмотрите вот эти все лица этих людей, их уже сотни у меня, потому что я более 7 лет это доношу, то есть у меня книга, у меня все, это не то, что сейчас вот я придумал и сегодня родилось, то есть это знание, это глобальное знание, это будет будущее, то есть за этим будет будущее, я вам обещаю, то есть люди уже просыпаются, у меня уже тысячи людей, которые это сделали и прошли. Единственная просто сложность, это потому что те вещи, которые я говорю, они настолько отличаются от обычных, принятых в нашем мире, что многие люди как зашорены, они не слышат. Но дело в том, что все великие вещи в этом мире, они проходили эту стадию. И, условно говоря, та же криптовалюта, которая сейчас является фундаментом нашей жизни, все дела делаются через нее, 15 лет назад это было полностью неопознанное, непонятное, никому не нужное и вот в таком духе. То есть думали, что это для каких-то фриков чисто. А оказалось, что сейчас вся экономика на этом стоит. Так же и тут будет. То есть через какое-то время произойдет переосмысление ценностей, разочарование и покаяться психологи за то, что они делали, за то, что они просто разговаривали с людьми, не прикасаясь даже к телу. Они признают степень этого абсурда. Они признают точно так же, как медицина когда-то признала тот факт, что когда они делали операции и не мыли руки, и люди умирали от заражения. Но они это делали и смеялись над людьми, которые мыли руки, потому что они говорили, что вы тут, не видно же никаких микробов. Вот так же вы и зажимы не видите, не понимаете, а на самом деле это именно они и руководят вашей психикой, вешают ваши запреты, блоки. Вы из-за этого не можете стать собой, счастливым, проявиться, найти себя, предназначение, потому что по факту вы сейчас и не есть вы. Вы как бы урезанная, запрещенная версия себя. А когда вы снимете зажимы, у вас даже внешность изменится по этой причине, потому что психика связана и с нашей
нашим телом, здоровьем и с внешностью это все вообще нерушимые вещи. У нас, например, глаза, они имеют информацию, так называемый предъявительный иероглиф. То есть по ним можно считывать, какие у человека проблемы, там, обида на мать, обида на отца и так далее. Это все глобальные знания, которые вы здесь можете на канале видеть и здесь подчерпывать. Я бы хотел вас только попросить об одном: поддержать данное видео, написать реально комментарий, потому что я не думаю, что у вас это не вызвало никаких эмоций. Ну напиши ты, поделись, что ничего себе, ни хрена себе, вот это знание, вот это да, а ведь так и есть. Все по полочкам. А я вот то же самое как бы чувствовала. То есть, ну вот какие-то такие вещи объясните, дайте свое мнение, поделитесь. Поставьте лайк, потому что это именно все и раскочегаривает, понимаете, видео. И YouTube тогда видит, и новые люди это все слышат, эти знания получают. Потому что, как мне кажется, в данном видео я вам и так крышеснос дал. То есть, чего стоит 2 минуты, за 2 минуты просто избавиться от этих состояний, которые у вас неделями висели на вас. Это же уже стоит того, чтобы и поблагодарить, и выразить свое удивление, и так далее, и так далее. И подписывайтесь на телеграм-группу, тем более, что вам все равно придется туда заходить и вот нажимать на кнопку «Изменить жизнь», чтобы попасть на мини-курс. Спасибо, ребят, за внимание. Будьте здоровы, берегите себя. Пока.